Сейчас ты узнаешь, почему никто не ожидал открытия нового сервера, специально ли Majestic решил конкурировать с 5RP на открытии, и почему у нового Бостон туманная перспектива. Не будем затягивать вступление и сразу ответим на несколько вопросов. Готовилось ли открытие 12 сервера заранее? Возможно. Специально ли открытие Majestic совпадает с 5RP? Мое мнение – да. Ожидал ли кто-то этого от Majestic? 100% нет. Что к этому привело? Почему игроки не готовы к новому переходу? И какой главный смысл всего этого? Поговорим сейчас в видео. GTA 5 RP еще за неделю до анонса открытия начал прогревать игроков и намекать на новый сервер. У нас же на Majestic обычно все держится в секрете до самого анонса. Но игроки статистически знают, что обычно в год появляется два новых сервера. В начале летнего пропуска и в начале зимнего. В целом это логично, что при наплыве игроков в связи с сезонным пропуском рационально открыть новый сервер. Но в данной ситуации прошло лишь 2 месяца с открытия предыдущего, и никто из игроков и блогеров не ожидал такого. Возможно ли, что открытие 12 сервера тщательно готовилось? Да, это возможно, так как недавно трек с Big Baby Tape, где Majestic упоминался целых 3 раза, неплохой подогрев, чтобы сразу с этим же артистом открыть новый сервер. Когда открывался 11 сервер Dallas, открытие было 11 июня. Логично было бы устроить открытие 12 августа для открытия 12 сервера. Мое личное мнение, что явно это все было спонтанно. Зачем открывать в один и тот же день с 5RP? Дата не сходится с номером сервера, день недели как пятница вообще ни к чему не привязан. Раньше сервера открывались и во вторник, и в пятницу. Если мы посмотрим трейлер Dallas, мы можем увидеть, что снималось все в 2 локациях, несколько планов, видно, что записывалось все заранее. Сейчас же обратимся к новому трейлеру. Снято все одним планом на черном фоне с достаточно резкими склейками. Может ли быть такое, что это снято в день публикации? Очень может быть. Лично я к этому и склоняюсь. Но зачем специально делать открытие в тот же день, как и у 5RP? Во-первых, я считаю, что это некий способ перетащить аудиторию 5RP к нам на проект. Последний новый сервер на 5RP был полгода назад, и создалась прослойка игроков, которые засиделись в банах, ЧС, или просто устали от своего сервера. И тут им дается выбор: остаться на 5RP или перейти на новый сервер Majestic. Учитывая, что открытие происходит в один и тот же день, а на фоне частого перехода блогеров к нам на проект это хорошая продуманная стратегия, во-вторых, это будет явная публичная битва GTA 5 RP против Majestic RP. Через несколько часов после открытия нас ждут результаты, сколько было игроков на открытии того и другого сервера. И так как время одно и то же, 16:00, ловить статик на другом проекте никто не будет. У кого будет больше онлайн? Исходя из реального онлайна проектов, у 5RP численно он больше. Поэтому, скорее всего, на открытии онлайн будет тоже больше. Но наша цель не это. Главный показатель для всех, я считаю, будет численный разрыв. Так как разрыв, допустим, 10 тысяч человек, это фатально. Но каких-нибудь 4-5 тысяч это не столь уж критично. И покажет, что хоть Majestic и номер 2 по онлайну, но разрыв между первым местом не так уж велик. Пришла новость, что каждому, кто отыграет 35 часов, получит Toyota Camry. Эксклюзивно для сервера Бостон. Что означает, что битва идет за каждого игрока на этом открытии. Надеюсь, что они что-нибудь придумают, и экономика не покатится в мусорку сразу после открытия. Но, конечно, глядя на соотношение лайков к дизлайкам на новостных постах в DS Логана Флетчера, что-то мне кажется, что игроки без энтузиазма относятся к открытию сервера. Готовы ли сейчас игроки именно Majestic к переходу на новый сервер? Я думаю, первое, что произнесли игроки, когда увидели анонс: чего, блядь? Так как, повторюсь, открытие было совсем недавно. Большинство блогеров и игроков, которые хотели перейти, уже перешли с открытием Далласа. По итогу прошедшего времени они только более-менее встали на ноги. И переходить сейчас, начиная все заново, думаю, для них явно не лучшая идея. С учетом приближающегося учебного года. Хотя и отрицать, что Даллас в данное время переполнен, и игроков, желающих поиграть, явно больше, чем слотов. Из блогеров, за которыми я слежу, Логан уже высказался, что не собирается переходить, и подметил, что надо прекращать вечные переходы на новые сервера. Между прочим, я об этом говорил еще перед открытием Далласа. Wavy также недавно только создала семью после перехода, и явно ей сейчас не до этого. В принципе, открытие нового сервера в конце сезонного пропуска явно обескураживает игроков. И лично я считаю, что онлайн у Далласа останется выше, чем у нового Бостона. Почитав комментарии пользователей в пабликах по GTA, открытие нового сервера Бостон — это последнее, о чем они могли подумать. О Big Baby Tape, его трека с Majestic, новый гелик, цепи и шмотки. Как фанатская история, круто, 100 баллов.
Новый трек, новые атрибуты для поклонников артиста. Но с точки зрения игровой ценности, объективно это копирка гелика за коины. А все их визуальные отличия фиксятся добавлением тюнинга на существующий Мерс. Почему его ценность в кейсе зеленая, одному Majestic коину известно. Скорость у донатного выше, багажник такой же. Тогда в чем смысл? Если брать в расчет китайский, это уже 5-й гелик у нас на проекте. Ну ладно, с учетом, что новый разгоняется чуть быстрее. Сомнительно, ну окей. Худи с надписью и с тоником за 3к коинов. Для тех, кто хочет выделиться. Ну окей. Цепь за почти 4,5 штуки коинов. Блять, я заплакал. В остальном, если решили залететь на новый сервер, используйте мой промокод Таран. Ваша поддержка очень важна.